Здравствуйте, дорогие друзья! На картах Таро сейчас мы с вами посмотрим на ваших врагов. Мысли, эмоции, поступки. Что они вам приготовили и как вам дать, например, сдачи. Ну, это образно. Или же отойти в сторону, если противник уже озверел. Это тоже бывает, да. В общем, сейчас мы посмотрим мысли, эмоции, поступки ваших врагов. Перед вами 5 колод. Голубая и третий номер голубая колода и первая колода тройной таро, вторая, четвертая, пятая двойной таро старших арканов. И карты в помощь, младшие арканы карты таро. Так, начали. Выбираем колоду, которая на вас смотрит. Выбрали, да? Приступаем к рассмотрению на ваших врагов. Мысли, эмоции, поступки. Так, первая колода. Тот, кто выбрал. Так, начали. Тройное таро старших арканов. Мысли, эмоции, поступки. Задумали имя врага. Но если у кого-то нет врагов, это даже здорово. Ну, и вряд ли. Сейчас каждый имеет какого-то врага. Сейчас время врагов. Долг не отдает человек, да, например. Он тоже уже враг. Соседка кричит вашим детям, чтобы они такие-сякие. Это тоже враг. Начальник, который кричит на вас, он тоже враг. Ну и враг тот, который вас задел, ваше самолюбие, например. Это тоже враг. Так, начали. Раз, два, три, четыре. То, что вас объединяет. Врага и вас. Мысли, эмоции, поступки вашего врага. Идем к вам. Ваши мысли, эмоции, поступки. Разрешение вопроса. И что из этого? Младшие арканы в помощь. Младшие арканы в помощь. Раз, два, три, четыре. Потом еще, знаете, если смотрит сам враг, что он такой плохой, этот человек, где-то там, какой ему совет, например, будет после данного расклада и что думает тот человек, которого он обидел. Это тоже может быть. Так, теперь. Потому что он враг этому человеку. То, что вас объединяет. Его мысли, эмоции, поступки. Ваши мысли, эмоции и поступки. Разрешение вопроса. Что же будет, что же будет. Начали. То, что вас объединило. Смотрите, это сила, да, вышла. Мы видим девушку, разрывающуюся пасть льву. Называется стиснутые зубы. Стиснутые зубы по тому, что лев кусается или кто кусает, а вы должны тоже укусить. Ну, это как бы так, тавтология теперь. Вот теперь смотрите. Вроде бы уже и злые, но злость уже отходит. Видите, перевернутая колода. Может, я это тоже взяла перевернутая. Так, смотрите, отходящая злость. Ну, как бы, может, и простили, знаете, это тоже может быть. Отходящая злость. Так, его мысли. Ну, вообще, этот человек действительно злобный. Он лжец высшей категории. И в этой злости он оповещает, всем говорит, что вы плохие. Он как бы, можно сказать, разносит плохие сплетни про вас. Или дезинформацию. Например, вы заняли у него, был разговор о работе по зарплате, а он говорит, что я отдал ей деньги или ему. Например, это как бы его мысли дальше продолжать в том же духе. А так как
ситуация стиснутых зубов. И смотрите, перевернутая пятерка пентаклей. Это значит, смотрите, еще если вот эти карты вышли, 4. Вроде бы все простили, но зубы еще остаются. Да, я не злопамятная, но память хорошая. Вот при этих 4 картах. Ну, тоже можно сказать. Он все помнит, но он продолжает в том же духе, можно так сказать. Как память, знаете. Так, теперь мысли, его эмоции. Обманывать дальше. И в этом обмане он как бы относится к данному вопросу, ему все равно, пофиг. И он продолжает вести свою обманчивую игру и ведет дезинформацию. Вот при этих даже 3 картах. Уже он общество или ваших общих знакомых говорит им неправду. Теперь возможность, мысли, эмоции, поступки. И смотрите, видите, отшельник вышел перевернуто, да? Он спрятался. И он от вас прячется, ему стыдно. Ему очень-очень стыдно. И в этом обмане он где-то там продолжает про вас нести пургу. Это тоже можно учесть при данном раскладе. И у него память хорошая, но он играет, получается, свою игру, где ему хорошо, душа. Его душа не беспокоится по данному вопросу. 9 чаш. Теперь творчество, да? Значит, он будет продолжать в том же духе вести свою творческую злую игру. Но злые гении тоже имеют совершать свое творчество. Но творчество другой стороны медали. В общем, получается вот такой ваш враг. Значит, он не хочет идти с вами на контакт. Но забыть нельзя, вернуться невозможно, остается также для него. Это его большое грузево. И отшельник, да, смотрите, лед, айсберг перевернутый, получается, все на поверхности, все знают, что он такой-сякой, он нехороший товарищ. И при этом он продолжает вести свою подлую игру. Так, теперь вы, ваши мысли. Вы также тоже разозлились на него, да. Смотрите, обманули. И потом еще можно сказать, вы хотели пропетлять тоже где-то в этой игре. Но тоже где-то там вы что-то нахимичили. Сами виноваты. Поэтому, держа встречу в своей голове, видите, это электричка. Вот вы думаете, вот я встречусь с ним 1 на 1. Я с ним поговорю по-серьезному. Но надо мне такое придумать, чтобы ему мало не показалось. Но я ему не прощаю. Так, теперь эмоция. Эмоции из вон выходящие. Это поток. Потом смотрите, поток, да, это большая вода, бурление, это океан. Ну, море, океан, да, это не реки, да, реки там другие карты. Смотрите, эмоции вас возмущают, и они не могут выйти наружу. И это погружение, ну, считаю, что вы бы в горле держите слюну, да, но она у вас, вот эта слюна, обиды, боли, злости, да, вот она где-то там уже в кишечнике, и вы не можете ее выплюнуть. Ну, я так вот. Может, кто-то по-другому это скажет вам, но я так. Да, первый раз вот такое вижу. Теперь вот оно, видите? Да, правильно я сказала, смотрите. Называется «Я не злопамятный, но память хорошая». Внутри себя поглощая и закрывая себе рот. Видите, да? Карта перевернутая. Есть момент того, что вы эту слюну держите и хотите ее выплюнуть ему в лицо. Ах ты такой-сякой. Ну, бывает, что врагу иногда плюют в лицо или вслед. Ну, как бы так вот. Аж встретиться с ним 1 на 1 пока нельзя. Тоже можно так сказать. Теперь смотрите. Поступки. Вы ничего не можете сделать. Вы сидите на камешке судьбы и уже где-то там затухли.
И ситуация очень больная. Вам очень нужно решить этот вопрос с этим врагом. Вот какая заклятая, знаете, вот именно заклятые враги какие-то тут находятся при этом раскладе. И чтобы это как можно быстрее рассосалось, а стихия огонь, огонь, воздух. Огонь и воздух, это в вашей голове. Вода и воздух, H2O. Вот я говорю, вот это грязная слюна. Земля и огонь. Вы бы встали и побежали бы, и ему что-то сказали. Теперь разрешение вопроса. Смотрите, ужас. Ужас, какие же мы враги, сказал враг сам себе, и вы сказали сами себе. И все, уходит в тишину. Это Луна. Луна, которая нам светит, это та сторона Луны. Это старая, может, старая забытая история, но она остается еще на поверхности, и кармический даже узел еще далеко не развязывается. И чем же вообще все это заканчивается? Давление. Видите, неустойчивая позиция, и раз император стоит наверху, есть то, что, видите, вор даже, но это не хороший человек, педалас. Ситуация педаластическая, даже можно так сказать. Значит, очень нечестно, предательски все происходит. В общем, получается, враг ваш даже и в ус не дует, чтобы что-то сделать. Но сплетни, гадости он про вас несет. И вы просто смотрите на него, сидите на камешке судьбы и понимаете, что педаластическая атмосфера сильна, как никогда. И это камень преткновения Юпитер. Юпитер стал ребром. Ну вот планета, она круглая, да? Она вращается, вот, например, как наша Земля вокруг своей оси. А это она стала ребром, эта планета. И она никак не разрешится. Ну вот так вот. Потом еще я хочу сказать, этот товарищ колдовал на вас. Вот, тоже можно сказать, колдовство между вами. Ну и вы тоже ходили, снимали себе, может, порчу где-то, чтобы это все он на вас, то, что насылал, это снять. Все равно ситуация остается на месте. Юпитер стал ребром, и ничего нельзя сделать. Теперь совет мистера Фримана. Совет мистера Фримана при данной ситуации вражеской. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Видео будет длинно, наверное. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Четыре. Расплата, следствие. Не хочу отвечать за то, что был конфликт, например. Меня наказывают за то, что я боюсь расплаты. Видите, эта расплата может за прошлые дела, кармические. Может, в прошлой жизни у вас была какая-то завязка. Смотрите, вас в этом мире столкнули опять быть вместе. Видите, расплата. Дьявол, дьявол и сила. Это кто кого? Это как Дункан Маклауд, помните? Вот вы встретились во времени. Теперь совет мистера Фримана вашему врагу. Отрицание, мужчина или женщина. Я не идеальный мужчина или женщина. У меня качество противоположного пола. Не хочу доверять мужчине и женщине. Ну, вот смотрите. Тут получается как мужчина может быть и женщина. Или, знаете, конь в пальто, я еще могу так сказать. Он не женщина, не мужчина. И доверяться он кому-то не собирается. Он остается при своем отрицании. Теперь, значит, он не прислушивается, он не понимает, что это сериала Дункана Маклауда. Это и сериал из 90-х. Теперь вам совет от мистера Фримана. Миролюбие. Я пытаюсь избежать конфликтов, но точит, слюна точит. Боюсь, не люблю наезды. Ну, как бы вы не хотите ему напоминать, как же так? Ну, какой-то бессовестный, да, например. Не могу за себя постоять. Вы слабый человек.
несмотря на то, что вы в уме, его бы порвали, разорвали. Ну, вот такие карты вышли. Так, теперь смотрите. Желаю вам удачи и терпения. Во времени когда-нибудь этот вопрос решится, смотрите. Ну, последняя карта. Страх, трусость. Я очень боюсь, тревожусь за то, что никак ничего не решится. Меня одолевает страх из-за того, что я трус. Видите, получается ситуация боягуза, да, труса, да, и хотя каждый готов что-то сделать. Но вообще трус – это подлый человек. Подлый и мерзкий. И меня одолевает страх из-за того, что предательство, присутствует предательство. Я трус. Но я не трус, я боюсь, да. И поэтому этот вас боится, и это тоже, можно так сказать. Видите, он в черепаху тортил, он одел панцирь и пошел шкандып-шкандып творить свои темные дела. Это может даже мужчина, а может и женщина. Сейчас каждой твари по паре. Все, спасибо. Напишите комментарий, что у вас там выходит. Следующий расклад. Так, теперь смотрите, тот, кто выбрал второй расклад, вторую карту. Теперь мысли, эмоции, поступки вашего врага к вам и ваши мысли, эмоции, поступки к вашему врагу. Смотрите, это то, что вас объединяет. И мысли, и эмоции, и поступки вашего врага. Ваши мысли, эмоции, поступки к вашему врагу. И что же будет, что же будет? Разрешение вопроса. Так, теперь начали. То, что вас объединяет, данный вопрос вражеский. Его мысли вашего врага, эмоции, поступки. Имя держим в голове. Имя держим в голове. Ваши мысли, эмоции, поступки. И что же будет, что же будет? Разрешение вопроса. Так, начали. Имя врага держим в голове. Карма. Карма спешит. Карма оповещает, что же делать в этой кармической, вражеской задаче. Задача хочет выйти. И она выходит за пределы возможностей, можно так сказать. Так, теперь. Его мысли. Луна. Смотрите, этот товарищ, он активный, занимается очень важными делами. И эти дела у него темные. Луна – та сторона Луны. Та Луна, которая нам светит на Землю, а есть та сторона Луны. Вот это и есть. Значит, он лидер в темных делах. Ну, мы назовем его Остап Бендер в черном пиджаке. Теперь его мысли. Смотрите, его мысли очень активны. Мысли, эмоции активны. Они у него чередуются с разными разными стихиями, да, где он правильно себя ведет. Он знает, что ему делать. При встрече он один, при завершении встречи он меняется, одевается, переодевается. И он король, да, король. Он универсал своих эмоций. Он знает свое дело. Вот и король подчеркнулся. А то, что кармическая задача хочет выйти за пределы возможностей, его поступки к вам. Он вообще уж отошел. Он вас игнорирует. И вообще вот как бы вот эта карта говорит о том, что ему все пополам. Пофиг. Потому что он уже не злится, он вообще не считает, что вам что-то должен данный враг. И он отворачивается, идет своей стороной и не обращает на вас внимания. Видите, он мастер
своих эмоций огонь. Он пройдет даже, и у него там не ёкнет, ну, даже так скажем. Это ваш враг. Познакомьтесь, пожалуйста. Вы скажете, я знаю уже. Так, теперь ваши мысли. Смотрите. Ваши мысли – это разрушение. Вы уже готовы все обломать, скинуть. И зачем мне это надо, да? Вроде бы вы и забыли, но мысли ваши где-то там продажные. Ну, потетутка, да? Может, я выгодую что-то. Все-таки я что-то от него должна получить. Что, так я могу, что ли, простить за пределы возможностей, да? Узел кармический. Это ваши мысли. Эмоции. Эмоции ведут к тому, что я потом, может, что-то скажу. Я ей покажу. Ну, вот так вот. Я ей сделаю Кузькину мать. Но надо сделать мне это технично. Вот. Потом я хочу сказать, да, вот тут вот еще раз так все карты вышли. Это родственники вы все. Или близкие знакомые. И вот эта кармическая задача выходит за пределы возможностей, где может оповещение, чтобы об этом все знали. Ну, не объявление в газете, но среди родственников это можно как-то, может и разрулиться. Теперь смотрите. Этот человек создал это неумышленно, но у него так получилось в его пользу. И свои обязанности как родственник он не собирается нести по поводу, может, недвижимости. Это тоже может быть. И недвижимость земли, это земля стихия, да, где территория какая-то была захвачена данным представителем, которому все пофиг. Ваши эмоции, поступки. Я сделаю все классно. Видите, маг и маг. Ваши поступки. Все-таки кармическая задача выходит за пределы возможностей, и нужно обратиться к специалисту, который мог бы вам разрешить данный вопрос, чтобы защитить свои права. Значит, получается, данные знакомые родственники, ну плюс-минус, решают какой-то конфликт. И эта кармическая задача оповещена по всем знакомым, может, даже свидетелям. Ну, так скажем. Теперь разрешение данного вопроса. Видите, священник перевернутый вышел. В этом состоянии те люди, которые были вовлечены в вашу историю, они просто сильно удивились. Ну, матюкаться нельзя же, да? При их сильном удивлении, что оказывается, какой он такой, а вы как могли. Вот это идет пересуды, да, вот такой вот. Вот. И что-то новое, это новенькие, что-то новенькое будет обсуждаться еще в суде, еще можно так сказать. Это как свидетели и новый суд, судебное разбирательство. Потом это гражданские суды могут быть, да, например. Это выплата. Нужно, как информация выйдет за пределы возможностей, необходимо, получается, заплатить. Компенсация, моральный ущерб сюда входит. В общем, есть денежная информация, которая дает момент того, что нужно кого-то наказать. А наказать нужно так, чтобы мало не показалось. И это будет выставлено постановление. Так, теперь смотрим дальше. Раз, два, три, четыре. Что именно происходит на сегодняшний день? Мистер Фриман, разъясните, пожалуйста. Общение общества. Вот видите, я говорила свидетели. Не хватает общения. Очень хочу общаться. Значит, ситуация должна выйти за пределы возможностей. И все, чтобы об этом узнали, об вашей
как несчастной ситуации, а данной задачи. Теперь совет мистер Фриман дает, скажите, пожалуйста, что вы можете дать человеку, которому все пофиг. Страх и трусость. Он говорит, бойся. Я очень боюсь, тревожусь за то, что ему повесят что-то. Меня одолевает страх из-за того, что я трус. Вот поэтому вы можете на него наезжать. Поняли, да? Наезжайте, он, видите, поэтому он как бы уходит от ответственности. Нужно наказать труса. Теперь для вас совет мистера Фримана. Поражение, потерянность. При вашем, смотрите, поражение, да? При вашей многоликом разрушении, ну, вы как бы представляли, что вы проиграете. Я утону, я не смогу, я не справлюсь. Вот это и есть ваше поражение. Боюсь неудачи, проигрыша, не могу добиться успеха. Потому что у меня в голове ерунда. Ерунда. Вы сами себя обрушиваете. Не могу добиться успеха в том, что я такая-сякая. Я не могу, что делать? Вот теперь смотрите. Значит, вам нужно в порядок привести свои мысли. Мистер Фриман говорит, приведи себя в порядок. Эй, детка, да? Теперь. И что же будет, если вы подумали то, что нужно организоваться? И мистер Фриман говорит, действие счета. Хочу действовать, но... Видите, все-таки где-то торможение есть. Не знаю, с чего начать. Распыляюсь на кучу дел. Вот, видите, у вас там ерунда в голове. Приходится бездействовать. Вам просто надо щелкнуть пальцем. Вот как-то вот так, да? И просто это сделать, и у вас получится. И разрешенный вопрос разрешится, скажите, мистер Фриман. Фригидность. Смотрите, фригидность, да? Ну, типа импотенция, да? Не испытываю удовольствия из-за того, что недоволен своим партнером. Тут получается фригидность, а тут получается своего рода, вроде бы пришли счета, да, и общество стало на вашу сторону, все проголосовали, но есть безразличие, еще можно сказать, где обида, боль, простить. Меня разбирает обида, меня все обижают. В общем, не надо на это вестись, а просто надо наказать. И опять не включать вот этот вот разрушающий внутренний блендер из разных напитков, да, где вы сами себе, как проститутка, можете себя обмануть. А и это тоже боится. В общем, вас надо просто посадить друг против друга и чтобы было постановление. Все, спасибо. Следующий расклад. Так, теперь тот, кто выбрал третью колоду, голубую. Так, начали. Мысли, эмоции, поступки вашего врага. Тройной таро старших арканов. Так, теперь смотрите. То, что вас объединяет. Ваши мысли вашего врага, эмоции и поступки. Ваши мысли, эмоции, поступки. Разрешение вопроса двух врагов. Ну, вы ему тоже враг, может быть. Так, и что из этого? Так, начали. Теперь мы берем в помощь младшие арканы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, смотрите. Это то, что вас объединяет, данный вопрос. Его мысли, эмоции, поступки. Ваши мысли, эмоции, поступки. И что же будет, что же будет? Так, то, что вас объединяет. Боже мой. Крепкое сплочение. Лед и вода. Может даже сказать, дружба
отношения человеческие замерзли. Было тепло, хорошо, дружили. А сейчас дружба замерзла. Мысли вашего врага. Вашему врагу хорошо. Его мысли о вас где-то там качаются, раскачиваются. Это стихия вода. Значит, он вспоминает мысли в голове вашу тогдашнюю дружбу при своем удовольствии. Теперь мысли, эмоции. Ой, эмоции переполняются. И где-то там, получается, обман, недоразумение держится на контроле у этого человека. Он считает, что он прав. И вы где-то там вцепились, а собаки вышли. Но он готов поругаться даже. Теперь перевернутая позиция. В этой перевернутой позиции на будущее, на ближайшее время есть момент расхождения. Ну, это развод, расхождение. Может, даже это развод, я так понял. Можно так еще понять. Вы как враги расстались друг с другом. И на будущее все-таки вы разойдетесь. Так, теперь. Ваши мысли. Защищая свои права из прошлого времени, это настоящее как бы время, можно так сказать. Вы хотите вступить, это лед, вы на земле и вступить, вы наступили на свои мысли или стоите на своих мыслях, ну да, чтобы вы защитили себя. Как же я могу защититься? Эмоции. С виду все хорошо. Видите, вы торжествуете. Но внутри у вас камень. Камень на камень, кирпич на кирпич называется. И глубоко во времени это все затянулось. И дружбы уже нету. Это так должно быть. Роковая ошибка. В этой роковой ошибке произошел казус. Сейчас посмотрим, что это. Где ангелы-хранители сказали, не будь с ним, зачем оно тебе надо? Ну, я так вот своими словами, потому что тебе и так хорошо. Но я понимаю, сказал он, хранитель, ангел-хранитель, что тебе тяжело, но это нужно забыть. Забыть врага нельзя. Это все внутри. Вот есть бабочки в животе, да, это ангел, крылышки. А есть внутреннее несогласие, и вы не можете ничего сделать. Так, теперь. Так, раз, два, три, четыре. Что это такое? Шут. Это игра. Очень нехорошая игра. Вообще так нечестно что-то произошло с этим обманом. И вроде бы должно все разрулиться, все должно выйти на поверхность, но оно не выходит. И идти, ходить друг к другу в гости уже нельзя. Или нужно переехать, съехать с какого-то места жительства. И вы развелись, вы расстались, может даже не очень нехорошо. Но это есть тоже хорошо. Красиво все вышло. Вы знаете, расстались грязно, но получилось все красиво. Каждый остался при своих интересах и при своей обиде. Можно так сказать. Хорошо, что вы расстались и развели мосты. Но в то же время каждый остался при своих интересах. Каждый из вас. Это вы, это ваш враг. Например. Так, совет мистера Фримана. Совет мистера Фримана. Что же все-таки произошло у этих людей, которые дружили, не разлей вода, да? Страх, трусость. Я очень боюсь, тревожусь за
себя. Меня одолевают страхи из-за того, что я трус. Ну, получается, трусливая ситуация разорвала ваши отношения. Трусость, да, подлость, трусость, оно всегда рядом. Так, совет мистера Фримана вашему врагу. Роль в жизни. Я очень хочу жить, как мечтаю, но вы ему мешали. Хочу жить своей, не чужой жизнью. Ищу себя. Вот этот человек ушел от вас и начал жить своей жизнью. Он был приспособленец в ваших глазах. И в этом своем мире он остается сам на будущее разведенным. Это инь-янь, развод. Я один, я сам себе режиссер. Раз он в роли играл с вами, как напарник. Вот напарники. Лицемерное общество было. Теперь вам совет от мистера Фримена. Депрессия, недовольство жизнью, ничего не радует, так как я остался один. Вот это ваше грузево. Все плохо, потому что так получилось. На душе камень, вот камень, да. Вот я говорю, бабочки, это все вниз тянет. Тут камни, буквы, смотрите, они наоборот нарисованы, потому что я теряюсь читать. На будущее камень из-за этого. Ну, в общем, вот этого случая. Разрешение вопроса, жертвенность. Надо терпеть ради того, чтобы было все спокойно. Например, я живу ради других, я пытаюсь, но все-таки нужно расставаться красиво, да, вы красиво расстались, но каждый остался при своей жертвенности. Вы пожертвовали друг другом временем, например. Это время. Где время? Это время. Это жертвенное время было друг для друга. Все. Пишите комментарии, будет очень интересно. Мне тоже такие расклады интересно тоже вышел. Спасибо. Следующий расклад. Так, теперь тот, кто выбрал 4-ю колоду. Мысли, эмоции, поступки вашего врага по отношению к вам. Мысли, эмоции, поступки. Мысли, эмоции, поступки. Так, начали. То, что вас объединило, данный вопрос. Мысли удержим в голове. Мысли, эмоции, поступки вашего врага. Ваши мысли, эмоции, поступки по отношению к вам. Разрешение вопроса. Так, теперь младшие арканы в помощь. Мысли, эмоции, поступки. Мысли, эмоции, поступки. Так, раз, два, три, четыре. Его мысли к вам, эмоции, поступки. Ваши мысли, эмоции, поступки. Разрешение вопроса. Разрешение вопроса. Так, начали. То, что вас объединяет. Раз, два, три, четыре. Вышел император перевернутый. Это какой-то кошмар. Как же так? Какое давление? Это давление. Гордыня, давление, да. Это что-то раздавило данный вопрос, данное отношение, где вы стали врагами. Давление. Видите, скипетр вниз. На, вот так вот надо. Так, теперь. Мысли вашего врага. Прекрасная болтовня. Пидеж. Он пидит. Пидит дальше, чем видит. Его мысли дальше говорит то, что у него в голове. Эмоции. Эмоции его стоят на своем. Смотрите, паш и паш. Это пресмыкающая личность, которая переиграла данную
данные отношения, переиграла. И эмоции его где-то там точат. Поступки. Поступки его самые, что ни на есть, подлые. И раз так он переиграл, смотрите, собаки вышли, да, есть момент того, что нехороший человек переиграл данную ситуацию. И знаете, тут как деньги, скорее всего, денежный вопрос. Тут кража, да, а что же он украл? Это отдельно, что там он у вас украл? Что же он у вас там украл? Самым мерзким, подлым образом. Вообще нехороший человек. Это большие деньги, обман, из вон выходящий авантюрист. Авантюрист самый такой вот черной марки, темной марки. Так, теперь ваши мысли. С ним общаться не буду. Сказали вы себе. Где вы хотели все по-быстрому, а получилось как всегда, да? Теперь, что вы можете сделать? Это или денежный вопрос, или же какая-то сделка была. Я так поняла. Ваши поступки ленивые. Вы ничего не можете сделать, только самоедством занимаетесь. Хотя данная ситуация очень такая скорбная. Так, теперь, что же будет, что же будет? Денежки ушли. Или куда пошли, да? Денежки ушли посреднику. Посредник воспользовался моментом. Поэтому, видите, вы ничего не можете сделать. Они между собой разделили свою добычу, вашу добычу. И им хорошо. Ну, я так поняла картой. И деньги они поделили между собой. И вся эта канитель, которая возвращалась время от времени, привела к тому, что были обсуждения, и общество, которое было задействовано в ваш конфликт, оказалось, ну, тоже можно так сказать, проституткой. В общем, все предатели, кому не лень. Ну вот ваш враг, заклятый враг. Теперь совет мистера Фримана. Как он рассматривает ваш вопрос? Обида. Я не могу простить. Меня раздирает обида. Меня все обижают. Вот она обида. Давление. Совет вашему врагу. Молчание. Ну, видите, заныкался. Не могу говорить о своем личном проблемах. Боюсь обидеть. Держу все в себе. Поэтому, видите, он потихонечку свалил и затихарился. Совет для вас. Депрессия, недовольство жизнью, ничего не радует, так как обманули. Все плохо, потому что кинули. Но это я добавляю тут слова, тут многоточие. Видите? На душе камень. Вот он, камень на камень. Вот она. Молчание, боль, страдания. Разрешение вопроса, мистер Фриман. Приверженность, фатализм. Мою веру в фатализм не поколебить. Я хочу верить в свои идеалы, например, но не могу. Только моя правда, истина. Ну да, все это фатально, конечно. Но истины где? А истины нету. Есть только проститутская игра лиц разных, где посредник тоже сыграл свою роль. Ну все, спасибо. Пишите комментарии. Да, интересная такая вот вражеская ситуация. А, еще я так могу сказать, сейчас что-то увидела. Этот товарищ заболел. Он заболел, он действительно так переживал.
что у него даже давление поднялось, опустилось даже. Да, опустилось. Но это игра давления. При этом давлении он понимает, что его здоровье уже хуже. Это карма. Он получает свой бумеранг. Ваш враг получит бумеранг за то, что он сотворил. Прилетит ли к нему вдруг волшебник? Волшебник. Да, прилетит волшебник в голубом вертолете. И он ему покажет Кузькину мать. Волшебник. Даже может, как бы, знаете, вендетта прилетит в каком-то другом человеке, который его накажет. Прилетит вдруг волшебник. Это на хитрую опу уй с винтом называется. Ну, это вот так вот будете вы квиты. В общем, вот такие карты вышли. Все, спасибо, пишите комментарии. Всех благ. Так, теперь смотрите, тот, кто выбрал пятую колоду. Мысли, эмоции, поступки вашего врага. Мысли держим в голове, имя врага. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То, что вас объединяет. Мысли, эмоции, поступки вашего врага к вам. Ваши мысли, эмоции, поступки к вашему врагу. Разрешение вопроса. Младшие арканы в помощь. Младшие арканы в помощь. То, что вас объединяет, данная задача. Его мысли вашего врага, эмоции, поступки. Ваши мысли, эмоции, поступки. Так. Раз, два, три, четыре. Разбитое сердце, предательство, чья-то любовь. Ваша, его, вашего врага. Или ваша любовь. Или же любовь третьего лица. Имя вашего врага. Этот враг не жалеет для себя ничего. Но он как бы старается угодить в чем-то. Сейчас посмотрим в чем. И данный враг ваш легок на помине. Ну вот приперлась, да, например. Легка на помине, явилась. Теперь эмоции вашего врага. Обмануть, обман, предательство в вашей семье. Я поняла. Дерзкая, легка на помине, с обманом пришла разбить сердце ваше. Семейный очаг. Может, она еще семейная, может быть. Или он семейный. Поступки. Продуманная, грамотная, знает, как себя вести. Получается, она манипулирует. Она хочет изобразить себя вот такой вот и накрашенная страшная, и не накрашенная страшная особа. И она грамотная, она начитанная. Так, вот интересный враг, умный враг. Ваши мысли. Ваши мысли о вашем короле. Это любовное что-то, семейное. Да, семейное. Раз уже тройка пик вышла. Теперь смотрите. Вы думаете о своем партнере. А вот эта легка на помине вам даром не нужна. И это чья-то любовь. Сейчас посмотрим, чья это любовь. Ваша работа важнее всего. Но дальняя дорога или с дальней дороги вы, когда пришли домой, или тот, кто пришел домой, оказался вам чужим. Кто-то оказался чужой. При этом поступок, что делать? Это в этом городе я не знаю, как поступить.
Может не уйти, подумали вы. Может мне действительно с ним расстаться. Пусть идет к этой ненакрашенной и страшной, и не страшной, да? Страшная, накрашенная и накрашенная, страшная. Как тяжело в этом городе, в этом мире. Как я дальше буду жить? Вы сильно, вам стало очень больно. Пиковая, тройка пик, и это до боли больно. И все это очень страдательно и фатально. Вы поняли, что это конец? Ну, как бы. Теперь разрешение ситуации. Я слаживаю крылья, да, например. Терпения нету. Хватит. Я отомщу. Я сделаю это. Я кину что-то, брошу, да, например. Любовница. Тайная любовница. Смотрите, тайная любовь. Надо с этой тайной любовью что-то сделать. Тут месть пошла, слушайте. В общем, вендетта включается. Получится. А еще вы в одном городе, может, живете. Может, видите друг друга. Вам-то работать лучше. Или вы уезжаете, приезжаете. А это все случилось без ваше отсутствие. Или отсутствие вашего мужа. Ну, что-то вот такое вот. Так, теперь. Сейчас мы спросим, кто победит. А там получит ли она кармическую вендетту? Так. Что получит это? Эту карту вашего врага, что ваше удовлетворение и разрешение вопроса. Ну, я дополнение делаю. Тут нужна оперативность. Именно оперативность. И не жалея деньги на месть, порчу там что-то делать, например. Ну, что-то такое, короче. Не в смысле порчу пойти закопать что-то, а ну, дискредитировать врага, нанести ему визит, например. Не жалея деньги, и нужно как можно быстрее эту полную чашу этой особы разрушить. Так, теперь это для вас. Это для нее, для вашего врага или его врага. И что из этого? Вот жертва, пожертвовать надо все-таки. Не жалейте деньги. Разрушите вы ее очаг. Молния. По книге перемен Джен. Жертва. Жертвенник. Нужно сварить. Что-то сделать, наварить, заварить. Если это очень дорого, и как бы где-то разорение рядом, безденежье, где деньги взять, найдется. У вас получится наказать. Сходите в церковь. Хотя она тоже ходит в церковь, я хочу вам сказать. Смотрите, к Богу ходят, да, а гадости делают. В общем, магическим ритуалом можно ситуацию разрулить. Так, совет мистера Фримана. Это карты Таро сказали. Так, совет мистера Фримана таков. Раз, два, три, четыре. Что же случилось? Карма. Вот видите, это бесконечный. Это Дункан Маклауд. Это из прошлых времен. Вашему врагу совет. Разум, обучение, развитие. Видите, она учится, она делает что-то. Мысли постоянно заняты, не хватает познания нового, но потребность в развитии. В общем, она делает свои дела по-тихому, может, колдует тоже. И, в общем, это ученица. Теперь с вашей стороны совет мистера Фримана. Чужая роль. Я не вижу ни своей жизнью. Я не тот, кем себя считаю. Я запуталась. Вот поэтому разберитесь в себе. Видите, белая карта. И
чужую роль. Вы, понимаете, не живу своей жизнью. Вам надо все-таки войти в свою жизнь, ознакомиться с обстановкой и принять решение. Решение, расплата, следствие. Сами виноваты. Вы уезжали, приезжали, или он уезжал, приезжал. Теперь вот получайте. Не хочу отвечать за это. Меня наказывают за то-то, то-то. Боюсь расплаты. И чем же это все закончится? Гармония, спокойствие. Не хватает спокойствия из-за того, что каждый сам себе накрутил свое, да. Теперь в постоянном ожидании. Слишком сильно хочется что-то. В общем, пойти в церковь и подумать, как следует, простить или не простить. Тут, видите, тут как бы белая карта. Все зависит от этой персоны и от вашей. Так что, ну, в принципе, в наше время, да, я вот хочу свое мнение сказать, подставлять вторую щеку уже хватит. Если наше поколение, наши бабушки, дедушки жили, подставляли одну щеку, вторую, и до чего же докатились сегодняшним днем мы, наши бабушки и внуки. Нас съели, потому что мы прощали. А теперь пора и давать сдачи. Око за око, зуб за зуб. Прощать нельзя. У меня такое мнение. Если бы этой высказывания не было, если вас ударили левую щеку, дайте правую, да, тогда бы не было бы такой жестокости от властей, например, от людей, которые охренели. А если бы было глаз за глаз, он бы получил бы в глаз. И не бы, тот бы посмотрел бы, другой человек, который сделал зло, он бы подумал, я же получу в глаз, да. А тут, получается, видите, что творится в этом мире? Да прощались, называется. Ну, пришло время расплаты сейчас всем. Нельзя прощать, хватит. Теперь нужно давать сдачи. И нужно стоять за себя. Гармония, спокойствие. Не хватает спокойствия. Конечно, она будет точить, потому что кинули, предали, обманули. Вы были заняты своим делом, а тут вот такое вам. Это нож в спину получается. Так что вот так вот. И совет мистера Фримена во всем этом мире зла. Хорошему человеку какой? Поражение, потерянность. Вот вы проиграли, да, например, мы все. Потерянность. Боюсь неудачи, проигрыша. Не могу добиться успеха в том, что я трусливый, я проигрываю, и я не знаю, что делать. Даже мистер Фриман уже не знает, да, какие сдавать советы людям, которые доподставляли свои щеки. Вот так вот. Поэтому в этом мире кто кого секс-партнер. Хочу секса, но без секса жить нельзя. Хочу найти партнера, но. Поэтому в этом мире кто-то должен кого-то сделать. Ну, вот там. Не буду дальше говорить. Все. Всего доброго, всех благ.